AirPods 3 — это по-своему уникальный продукт, и уникальность его заключается в том, что слухи и различные догадки начали появляться в сети чуть ли не за год до официального анонса оригинальных наушников от Apple. Соответственно, китайская промышленность не стоит на месте, и различные подделки, за основу которой были взяты эти самые слухи и догадки, появились еще весной 2021 года. Были ли они похожи на то, что выпустили в итоге в Купертино? Однозначно. Так что технически у китайцев было очень много времени для повышения качества своей продукции, чтобы местные магазины продавали подделки под гордым названием люксовые копии оригинальных AirPods. Да и в случае третьего поколения одних из самых популярных наушников задача у мастеров по клонированию стояла не особо сложная. Если в случае AirPods Pro требовалось сделать и накладные амбушюры, и какой-нибудь более-менее рабочий аналог шумоподавления, то с AirPods 3 можно было даже особо не париться. Перепаковать уже имеющиеся подделки AirPods 2 в новый корпус и продавать сколько влезет. А ведь копии расходятся очень хорошо, и само собой дело не в качестве звука. Красивые наушники в молочно-белом пластике — это идеальный подарок на любой праздник для любого владельца любого поколения iPhone, да и просто приятное дополнение к экосистеме. Спрос на них однозначно будет. В подделках на самом деле нет ничего плохого, на каждый товар найдется свой покупатель по какой-либо причине. Например, кто-то не хочет тратить деньги на оригинальные наушники, но хочет получить похожее внешнее устройство, не обращая внимания на качество сборки, качество звука и какие-то дополнительные фишки экосистемы Apple. Тем более цена-то будет крайне хорошая. Не 3 копейки, конечно, но ниже официальной. Ну и напрямую зависит от наглости продавца и отсутствия у него совести. Проблемы начинаются тогда, когда недобросовестные магазины продают поддельное под видом оригинального, а покупатели, которые не особо знакомы с техникой Apple, радуются более дешевой цене за якобы официальные AirPods. Для этого видео я взял 3 пары наушников AirPods 3, одни из которых оригинальные, новенькие запечатанные. Вторая пара — это наушники, купленные по объявлению за 60 белорусских рублей, это примерно 1700 российских или почти $25. Якобы их подарили на корпоративе в одной из контор, и их продают за ненадобностью. Что в коробке, я, если честно, даже не представляю, но надеюсь, что-то похожее на наушники, ведь цена более чем в 10 раз ниже, чем стоят оригинальные в Беларуси. На третьем месте наушники, приобретенные в одном из Instagram-магазинов с ассортиментом из различных копий AirPods и Apple Watch. Обошлись они в 120 белорусских рублей или 3500 российских или почти $50. На самом деле не 3 копейки, и за эти деньги можно купить и брендовые наушники, а по объявлениям попадаются даже варианты Galaxy Buds или Huawei FreeBuds, но продавец заявил, что основной плюс этих ушей — это не красивая упаковка и всякие там бумажки, а отличаются они хорошим качеством звука. По традиции, первое, на что обращаем внимание, это упаковочку. Хотя очевидных отличий с лицевой стороны найти не так и просто. Тиснение принта выполнено на всех коробках примерно одинаково, разве что четкость картинки разная. Но все коробки разной толщины. Самая тонкая коробка у копии подороже, потом оригинальные, и самая дешевая копия получила самую толстую упаковку, хотя между дорогой копией и оригиналом разница почти незаметна. Как мы видим по задней части, то никаких проблем с новыми стикерами для открытия коробки у китайцев не возникло. Наверное, так даже проще, чем упаковывать аккуратно в целлофан со всякими красивыми язычками для открытия, как это было в AirPods Pro. А вот с наклейками уже разница видна невооруженным глазом. На самых дешевых копиях что-то пошло не так. С русскими шрифтами, возможно, у китайца, который печатал эти стикеры, западал капслок. При этом по традиции серийник на коробках подделок указан от оригинальных наушников и отображается на сайте Apple как AirPods 3, но уже активированные, с официальной гарантией, само собой. В общем, в игру с оригинальными серийными номерами китайцы уже давно научились, так что не стоит особо ориентироваться на такую проверку при покупке, чтобы не писал в итоге сайт Apple, даже если там будет указано, что наушники не активированы, это далеко не факт, что они оригинальные. И если в прошлом сравнении оригинальных и поддельных AirPods 2 и Pro я говорил о необходимости сравнения коробок, чтобы там внимательно все осматривать, как упакованы наушники, то на сегодня этот совет уже вряд ли будет актуальным. Подделывать картон и принты в Китае научились, очевидная разница будет разве что в наклейках. Теоретическая часть закончилась, давайте распаковывать и смотреть,
посмотреть, что внутри этих коробок, чем отличаются оригинальные от подделок, какие фишки и особенности китайцы реализовали, да что там с качеством звука в конце концов, может он и правда хорош, как в оригинальных, и, конечно же, посмотрим, что внутри самих наушников и коробочек для зарядки. Это моя самая любимая рубрика. Основные особенности оригинальных AirPods 3 заключаются в улучшенном качестве звука относительно предыдущего поколения. На мой взгляд, играют они не хуже, чем AirPods Pro, наличие адаптивного эквалайзера и пространственного аудио с функцией динамического отслеживания движения головы. За связь и работу тут отвечает чип H1. Внутри можно найти несколько микрофонов, датчик контакта с кожей, акселерометры, датчики нажатия. Плюс последнее поколение AirPods получило защиту IPX4 от пота и воды и поддержку беспроводной зарядки MagSafe. Судя по упаковкам подделок, MagSafe зарядку они тоже поддерживают, что, конечно же, предстоит выяснить. Чтобы не перепутать, где какие подделки, я их по традиции пронумерую. Самые дешевые будут под номером 1, а те, которые подороже, 2. В принципе, визуальные отличия подделки от оригинала все такие же, как и были год назад. Что сразу бросается в глаза, это криво установленный порт зарядки, при этом в копии подороже контакты в нижней части, а в оригинале они вверху. Само собой, другие шрифты, менее аккуратные и буквы разной формы. Ну и индикатор на передней части с наплывами пластика, в отличие от наушников от Apple. Все это я уже видел год назад в копиях AirPods Pro. Вообще ничего не поменялось. Внутренняя часть верхней крышки у подделок очень сильно отличается по оттенку пластика, а в копии подешевле видны какие-то вырезы в шарнире с внутренней стороны. В копии подороже шарнир выполнен как в оригинале. Интересная особенность. В оригинале контакты для зарядки наушников находятся по бокам отверстия внизу, а в подделках в верхней и нижней части. Во всем остальном все подделки собраны вполне неплохо. Открываются, закрываются без нюансов. Если не вдаваться в детали, то, конечно, отличить оригинал от копии будет проблематично, а если просто положить на стол, то никто и не узнает, что у вас не оригинальный AirPods 3. Что по самим наушникам? Сначала копии подешевле. Сборка грубее, часть сеток, я уверен, что окажется просто фейком, просто для сходства, без какого-либо функционала. Не знаю, мне показалось, что у них немного отличается даже форма самого наушника, но плюс-минус похожа. Копия подороже выглядит вообще идентично с предыдущим образцом, сетки такие же, сборка такая же, добавить, если честно, просто нечего. С поддержкой MagSafe китайцы не обманули, все варианты хорошо магнитятся к блинчику, надо будет сравнить, как это реализовано в оригинале и в подделках. Я думаю, что анимация и подключение, как в оригинале, уже вообще никого не удивить. Все крутится и вертится как надо, но копии показывают, что это не ваши AirPods, а новенькие оригинальные просто предлагают создать пару. Оригинальные, конечно же, предлагают включить пространственное аудио с отслеживанием положения головы или без. Крутая фишка, и тут она, что характерно, работает. При подключении подделок в пункте управления появляется не только пространственное аудио, но даже и шумоподавление. Конечно же, оно не работает, а при переключении режимов пространственного аудио что-то даже меняется, но, конечно, смысла от этого здесь нет. Музыка немного приглушается, но с оригиналом это несравнимо. Просто сделали какую-то похожую фишечку, чтобы что-то хотя бы менялось. Интересный факт по поводу качества звука. Я не могу сказать, что подделки играют плохо. На мой беглый взгляд и обзор, играют они не хуже, чем AirPods первого или второго поколения. По сравнению с оригиналом третьего поколения, тут, конечно, нет хороших басов, но, как недорогие наушники, вполне себе неплохо. Единственное, что экземпляр под номером 1 периодически отваливался и переподключался сам по себе к телефону, и управление кнопками на наушнике какое-то кривоватое, срабатывает с задержкой. Поставить на паузу или переключить трек здесь как-то проблематично. Копия номер 2 лучше дружит с управлением кнопками и вроде как не отваливались, но возможно это не зависит от стоимости наушников, а исключительно плюсы именно этой пары. В итоге по работе. В наушниках не работают фирменные фишки Apple, чем собственно и гордятся оригинальные AirPods, и за $50 я считаю это, конечно, дороговато, но за 25 вполне себе неплохая гарнитура. Основной, конечно,
конечно, вопрос, как долго они прослужат, ведь гарантия на такие аксессуары обычно до двери магазина. А теперь я бы, с вашего позволения, взглянул, что у подделок внутри, какие внеземные технологии применили китайцы. Ну, что я вам могу сказать? Принципиальной разницы между этими устройствами не так много, как отразилось на их конечной стоимости. По факту, это две одинаковые пары наушников с некоторыми незначительными отличиями в конструкции. На более дорогой версии аккумуляторы хотя бы подписаны, а в дешевой нет. Сборка примерно одинаковая, количество микрофонов, микросхема управления, беспроводные зарядки и реализация MagSafe. Отличий примерно 0. В более дешевой версии пластик мне показался получше качеством, ломался он не так легко, как та, которая подороже. Но при этом в дорогой подделке шарнир металлический, а не пластиковый. И, конечно же, совершенно ничего общего с оригинальными AirPods тут нет. Ресурс iFixit разбирал третье поколение, и технологически это вообще просто другой продукт. Как и говорил в начале, поддельный AirPods 3 — это поддельный AirPods 2, только в другом корпусе. При этом отмечу, что качество звука тут все-таки получше, чем в поддельных AirPods 2. И я не могу сказать, что это плохие наушники. Ну, конечно, смотря за какие деньги вам их предлагают. Это раз. И невнятное управление и отсутствие каких-либо фишек — это два. И неизвестно, конечно, наверняка, сколько эти наушники у вас проработают. Это 3. 50 баксов или больше за это чудо китайской промышленности — это, конечно, слишком дорого, но за 25 вполне себе. Xiaomi за те же деньги, как по мне, играют не намного лучше, но зато там, конечно, у вас будет гарантия производителя. Уверен, что в течение 2022 года китайцы будут оттачивать свое мастерство, выпускать какие-то более качественные подделки, которые будет еще сложнее отличить от оригинала, так что будьте внимательны при покупке, не ведитесь на слишком низкую цену и приобретите что-нибудь лучше от какого-нибудь популярного бренда. Не обязательно это может быть Apple. Спасибо, что посмотрели, надеюсь, было интересно. Лайк, подписка. Увидимся в следующих видео. Всем пока.